Только эти мемкоины принесут вам 100-кратную прибыль. Несомненно, на этом бычьем рынке большое внимание уделяется мемкоинам. Мемные монеты очень быстро делают людей миллионерами. На этом бычьем рынке можно получить большую прибыль с помощью мемкоинов. И слушайте, я говорил про это на этом канале раньше, чем все, о ком я знаю. Я предсказал рост мемов. Я говорил о Пепе еще до того, как она стала популярной. Я говорил о Dogecoin еще до ситуации с Илоном Маском. Мы говорили о Пу. Мы фиксировали прибыль. У нас с мемкоинами все вышло отлично. Я даже подготовил курс о том, как покупать мемкоины и получать с них прибыль. Вот насколько я был уверен в том, что мемкоины взлетят на этом бычьем рынке, и у нас будет несколько мини-сезонов мемных монет. Но вот какой вопрос. Все постоянно создают мемкоины. Какие мемные монеты лучше продавать, а какие лучше удержать, чтобы получить огромную прибыль во время следующего сезона мемов с наименьшим риском? Во всяком случае, с минимально возможным риском при использовании мемкоинов. Какие мемкоины вам следует удержать? Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором ведущий рассказывает, какие мемкоины принесут вам 100-кратную прибыль. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Привет! С возвращением! Меня зовут Пол. В этом видео мы поговорим о мемкоинах, которые потенциально могут вырасти в 100 раз и сделать вас богатым. Будем честны, мемкоины прямо сейчас привлекают все внимание, становятся все более популярными. Люди быстро становятся миллионерами, но также выпускается много всякой ерунды. Мемкоины создаются каждый день. Они дешевые, их легко создать. Большинство из них мошеннические, и люди теряют на них деньги. Но есть несколько мемкоинов, которые могут принести потрясающую прибыль. И мы хотим устроить все так, чтобы извлечь максимальную выгоду во время мини-сезонов мемкоинов, а возможно и в течение полноценного сезона. Итак, сейчас я покажу, какие мемные монеты я держу у себя. Некоторые из них могут удивить, но я держу их у себя не просто так. По сути, сейчас вашим желанием должно быть создание портфолио мемкоинов, такого же, как портфолио криптовалют с высокой, средней и низкой капитализациями, высокорисковыми монетами и различными нарративами. Также следует поступить и с мемкоинами. Стоит применить подход венчурного капиталиста, потому что все эти мемкоины не могут вырасти в 100 раз. Но некоторые могут. Вы все равно захотите извлечь выгоду из сезона мемов и заработать немного денег, независимо от того, вырастут монеты в 100 раз или нет. Понятно? Вы готовитесь к успеху с минимальным риском. Вам следует держать у себя эти монеты. Они не только имеют потенциал к 100-кратному росту, но и принесут вам прибыль во время сезона мемов, если 100-кратные кандидаты провалятся, или вы окажетесь неправы, или они исчезнут, или что-то еще. Понятно? Итак, первая монета — Dogecoin. Я знаю, многие из вас не считают, что Dogecoin может принести огромную прибыль, но это возможно. Dogecoin — это король мемкоинов. Эта монета существует уже целую вечность. Если хотите, это безопасная мемная монета. Также это любимый мемкоин Илона Маска. Не то чтобы мы опирались на мнение Илона Маска, но это создает предпосылки для успеха, не так ли? Это король мемкоинов. Стоит держать его у себя так же, как стоит держать биткоин в криптопортфеле. Вам стоит держать Dogecoin в мемном криптопортфолио, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Если мы посмотрим на цену Dogecoin на недельном графике, то увидим, что она преодолела верхнюю границу этого диапазона. Монета хорошо себя показывает. На годовом графике видно, что она собирается подняться и, вероятнее всего, собирается бросить вызов этому сопротивлению, а затем бросить вызов временным максимумам. И я действительно верю, что Dogecoin может достичь $1. В прошлом она поднималась до 70 центов. Почему бы ей не достичь $1? Все, что нам нужно сделать, преодолеть сопротивление в 21 цент. После этого сопротивление будет незначительным.
Итак, Dogecoin может хорошо себя показать и должна стать частью вашего портфолио мемкоинов. И даже если мы ошибемся, если она упадет, то это довольно безопасно, поскольку она существует уже целую вечность и, скорее всего, никуда не денется. Она все равно будет на следующем бычьем рынке и на последующем. Далее у нас Pepe. Я был одним из первых на YouTube, кто предсказал рост Pepe. И мы действительно получили потрясающую прибыль. Я тогда сказал, что Pepe захватит долю рынка и бросит вызов Shiba Inu. Что-то мы уже видели, а что-то может быть еще реализовано. Итак, посмотрим на график за все время. Если мы посмотрим на все, что сделала Pepe, то увидим, что был огромный рост. Вот тут она опустилась. Здесь обратная голова и плечи. Цена вновь поднимается, чтобы побить рекорд. Если это произойдет, то она может подняться намного выше. Стоит держать мемную монету Pepe у себя. Я думаю, что она будет хорошо продаваться, пока мемкоины в целом будут хорошо продаваться. Далее у нас Dog with Hat. Это буквально собака в шляпе. И эта монета хорошо зарекомендовала себя в экосистеме Solana. И это еще одна монета, которую я называл на ранней стадии. Если вы посмотрите на динамику цен, то увидите, что вы не сможете провести технический анализ, поскольку это новая монета. История цен не так уж велика. Вы можете перейти к графику за все время и увидеть общую картину. Видно, что монета хорошо держится во время спадов. Сейчас она находится в диапазоне поддержки и хочет преодолеть временной максимум. И если она пробьет этот уровень, то случится прорыв в голубое небо, а также открытие цены. И все может выйти очень хорошо. Многие скажут, что WIF и другие монеты, которые я упомяну в этом списке, уже сильно подорожали. Но вам нужно понимать, что это криптовалюты. У них все еще есть возможность для такого роста, который вы не можете себе представить. А еще я дам вам несколько монет, которые подорожали не так сильно, чтобы вы вошли в них на ранней стадии. Будьте внимательны. Мы продолжаем. Следующая монета — Boza Hybrid. Тоже на Solana. Но Boza Hybrid уникальна, поскольку действительно несет в себе пользу. Я не хочу вдаваться в технические подробности в этом видео. Я снимал ролики и публиковал посты об этом ранее, но мы приобрели Boza Hybrid на ранней стадии. Ее разработчики постоянно внедряют инновации, внедряют новые технологии. И это становится основной технологией для других цифровых монет и подражателей, если хотите, которые используют эту технологию в своих интересах. Они инноваторы, и это стоит того, чтобы держать Boza Hybrid у себя. В техническом обзоре можно увидеть, что она очень хорошо держала поддержку вот здесь во время дампов. Перейдем к графику за все время. Видно, что цена значительно снизилась, но может подняться и бросить вызов историческому максимуму в следующем году, по моему мнению. Если он будет преодолен, то все будет хорошо. Из-за движения цен и вот этого падения создается впечатление, что еще очень рано приобретать Boza Hybrid. На мой взгляд, стоит инвестировать в данную монету. Далее у нас Foxy. Это официальный мемкоин Linea, официального блокчейна MetaMask. Итак, Foxy — это мемкоин. Если хотите, это Dogecoin для MetaMask или сети Linea. На самом деле это довольно масштабно. Если данная цепочка заработает, а я в это верю, то этот мемкоин, эта монета Foxy, должна стать очень успешной. И когда я говорю «очень», я имею в виду чрезвычайно невероятно успешной. Если перейти к техническому анализу, то на недельном графике монета хорошо держится. Она довольно новая, ей есть куда расти. Сейчас она стоит 0,013. Все, что ей нужно сделать, преодолеть 0,021. И я думаю, что так и случится. Прорыв в голубое небо, открытие цены. Этому помогут и новая сеть Linea, и люди, приходящие в Linea, и подталкиваемые к этому MetaMask. Еще раз, это та монета, в которую можно попасть довольно рано. Можно попасть в нее раньше других. Многие люди получили аирдропы. Кто-то продал ее, кто-то оставил себе. Но я советую вам держать ее в вашем портфолио. Следующая монета — Bread на Solana. И Bread все еще здесь, несмотря на все неприятности, несмотря на всю драму. Вы видите, что Bread все еще здесь. Дела идут довольно хорошо. Она все еще существует, есть комьюнити. Люди просто любят Bread. Если посмотрим на график, то увидим, что у нас был потрясающий максимум на отметке 0,023. Сейчас цена на отметке 0,0043. Я жду, что вот это сопротивление будет сломлено, и монета сможет, по крайней мере, повторно бросить вызов историческим максимумам.
Это само по себе может принести вам огромную прибыль. А если монета преодолеет исторические максимумы, то прибыль еще вырастет. И я верю, что так и будет. Если подумать, то из-за такого падения сейчас мы словно покупаем ее на ранней стадии. Все равно, что приобрести ее вот здесь, что было хорошим сигналом для покупки. Вы словно покупаете ее раньше времени, у вас есть еще один шанс. В этом и заключается особенность мемкоинов. Многие из них упали в цене, а те, в которые стоит вложиться, все еще существуют и двигаются. И это дает вам второй шанс, если хотите. Повторюсь, многие из монет, упомянутых в этом портфолио, могут не оказаться успешными. Вам нужно всего лишь пара из них, чтобы добиться успеха, а портфолио должно поддержать те 2 или 3, которые добьются успеха. Понятно? Привет, это Пол из будущего. Когда я монтировал это видео, то заметил пару вещей. Во-первых, когда я показывал Бред, то показывал его на Solana. На самом деле я хотел показать Бред на Base. Я сделал это, потому что я идиот. Во-вторых, само собой разумеется, что вы все еще можете торговать другими мемкоинами. Я просто показываю вам базу для портфолио. Перед тем, как говорить «Пол, ты не упомянул то, не рассказывал об этом», вы все еще можете торговать монетами. Но они не для долгосрочного хранения, а это портфолио для долгосрочного хранения. Я объяснял это в начале данного ролика. Далее у нас Норми. Кстати, и Норми, и Бред на самом деле входят в цепочку Base. Я забыл упомянуть об этом раньше. Норми может отобрать долю рынка у Бред, если Бред не сделает того, что мы от нее ожидаем. Так что это вторая опция. Вы действительно можете получить доступ ко второй монете на Base, чтобы, если хотите, диверсифицировать свою деятельность. Base — новая цепочка от Coinbase. Она обладает большим потенциалом. Многие мемкоины на Base должны быть очень хороши. Мы хотим разнообразия. Конечно, есть и другие. Есть Degen, есть Benji, есть еще несколько. Но об этих двух я расскажу в данном видео. Если посмотрим на динамику цен, то у нас такая же ситуация. Перейдем к графику за все время. На нем видно, что монета испытывает трудности. Нам все еще нужно преодолеть отметку 0,055, а затем, возможно, 0,066. Это сложный диапазон для преодоления. Но если монете удастся пройти его, то я не вижу препятствий для вызова историческим максимумом, преодоления и роста цены. Пока нарратив мемкоинов на Base популярен, это может случиться. Я ожидаю, что монета хорошо себя проявит. И еще раз, вы получаете эту монету со скидкой. У вас есть второй шанс. Далее у нас Floki, оригинальный мемкоин. Но он делает гораздо больше, чем можно было бы ожидать от простой мемной монеты. И хотя это может замедлить движение цен, Floki — это хороший вариант, поскольку она может вырасти, даже если мемкоины не вырастут, если это имеет смысл. Я не хочу подробно рассказывать о Floki в данном ролике. Я сделал вот этот обзор. Оставлю ссылку на него здесь, а также в конце этого видео. Сначала досмотрите этот ролик, а потом, возможно, откройте то видео. Но у Floki очень хорошие результаты с точки зрения движения цен. Вы видите, что монета удержала эту поддержку вот здесь. И вы видите, что она пыталась повторно оспорить исторические максимумы вот здесь. Видно, что она собирается подняться и вновь бросить вызов рекордным показателям. И если у нее получится, то нас ждут прорыв в голубое небо и открытие цены. И это может привести к отличным результатам. Сделайте мне одолжение. Поставьте лайк этому видео и посмотрите вот этот ролик, чтобы узнать больше о Floki. Или посмотрите данный ролик, не стоит его пропускать. Не забудьте подписаться, увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.